Девочки мои дорогие, всем привет! На связи Полина. Вы находитесь на моем YouTube-канале, где мы говорим про бьюти, про красоту, про прически и как вообще быть сияющей, красивой, прекрасной женщиной. И сегодня я хочу вам показать макияж с помощью вот этой вот прекрасной вещи. Мы будем делать то, что у меня сейчас на лице. Очень нежный, очень глоуи, очень не тяжелый макияж. И расскажу пару своих секретов и лайфхаков, как я это делаю за 10 минут абсолютно каждый день. Погнали! Ой, нет, сначала подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Это мне очень сильно поможет, а вам не затруднит. Все, погнали! Ну что, мы с вами, как обычно, начинаем с увлажнения нашего лица перед макияжем. И сегодня я использую Fat Water. Очень мне нравится средство. Я уже делала небольшой обзорчик на него. Вот, просто наносим. Вы на самом деле можете использовать абсолютно любое средство. Абсолютно любое средство, которое не жирнит вашу кожу. Наша задача просто, чтобы оно было с эффектом moisturizing, то есть просто увлажнение, никакое не питание и тому подобное. Питание это можете на ночь делать, и то я, например, не советую использовать питательные какие-то средства, потому что они очень сильно утяжеляют кожу, делают ее слишком такой плотной, но неприятно плотной. Вот, вместе с нанесением увлажнения, как видите, я делаю легкий лимфодренажный массаж. Можно параллельно поработать над платизмой, немножечко ее так чик-чик каждый день, лучше, чем ничего. И также выводим все наши вторые подбородки в лимфоузлы. Лимфоузлы у нас вот тут вот расположены и уходят от ушка вниз. Вот просто, чтобы немножко освежить лицо. Следующий шаг, который вам нужно сделать, это намочить ваш спонж. Так как у нас сегодня будут все средства влажные, не будет никаких сухих текстур, влажный спонж это самое важное. Также это будет супер быстрый макияж, как раз таки за счет того, что он наносится спонжем, и он не требует каких-то сверхдействий. И по факту занимает 10-15 минут максимум. В качестве базы под макияж я сейчас всегда использую Soft Glam фильтр от Catrice. Мне он очень нравится. Он делает эффект блестящего лица. Кто не любит эффект блестящего лица, может его и не использовать. Средство абсолютно копеечное, полностью заменяет аналогичный продукт от Charlotte Tilbury. Вот. То есть в сравнении это 8 евро, Charlotte Tilbury 50. Но разницы практически никакой нет, эффект один и тот же. Мы наносим этот фильтр, как вы видите, он изначально достаточно темный, но при распределении он просто остается таким glow-эффектом. Сейчас, на лето, это будет идеально. Я знаю то, что зимой многие любят текстуры поплотнее, но на лето, на самом деле, при условии, что у вас хорошая кожа, ну, допустим, я летом не наношу тональные средства, практически никакие, только если мне нужно на вечер и прям выровнять тон лица. Вот. Это, мне кажется, просто идеально, потому что именно тон лица, оно все равно немножечко меняет, делает более аккуратным. И смотрите, вы видите этот эффект? Вы видите этот эффект? Это очень красиво, на мой взгляд. Такой Hailey Bieber стайл. Итак, следующим этапом я буду использовать тональное средство. Это у меня Charlotte Tilbury. Самое лучшее. Я использую, наверное, его уже года 2 в разных оттенках. Но я тональное средство не наношу на все лицо очень давно. Только если это реально не какой-то железобетонный макияж, который должен мне продержаться целый вечер, целую ночь или что-то подобное. На просто дейли я либо не наношу вообще, либо наношу стандартно 1 капля. Беру спонж, просто немножечко попку мочу. И я вот именно вот эти вот места, под которые у нас не пойдет консилер, просто для выравнивания
цвета кожи. Как вы видите, он ложится супер тонко. Я, честно, не знаю каких-то дешевых аналогов подобного средства. Я пользовалась Clarins какой-то скин. Я прикреплю скриншот средства. Он тоже был очень хорош, но он немножечко плотнее, чем Charlotte Tilbury, на мой взгляд. Вот. Но в целом, если вы придете в Золотое Яблоко и скажете, что вам нужен какой-то аналог Шарлотты и покрытие от Шарлотты, я 100% уверена, то, что вам что-то точно предложат. Но, на мой взгляд, там, и с тем учетом, то, что у меня здесь нету в Испании доступа к каким-то русскоязычным аналогам, при том, что в России сейчас достаточно на высоком уровне косметика. Вот, Шарлотта стоит каждого евро, потраченного на него, плюс вот одной такой баночки, одного такого крема в 50 евро хватает на полгода точно с моим расходом, поэтому я не парюсь. Раз в полгода можно и купить косметику. К сожалению, правда, косметика обычно заканчивается примерно в одно и то же время, вся. Поэтому, да. Дальше мы с вами приступим к консилеру. Консилер я всегда использую Tarte. Это моя любовь. Это моя любовь вместе с Шарлоттой. Я очень много разных консилеров пробовала. Вот не получается у меня такой любви, как с ним. При этом тут вот фиолетовая серия, это Creamy Shape Tape. Есть еще более фиолетовая, точнее нет, это лиловая серия, есть еще фиолетовая серия, более стандартная, она более плотная. Вот сейчас, последний, наверное, год я использую именно более мягкую версию. Как-то она мне больше заходит. И что я делаю? Я рисую вот такие вот цветочки, чтобы называла лифтинг-зона, и немножечко вот сюда вот еще не наношу, потому что мне там хочется выбеливать. И все, то есть средства на самом деле нанесено совсем немного. И здесь можно использовать спонж, это будет тоже окей, я его буду использовать сейчас в конце. На текущий момент я буду использовать кисточку, потому что маленьким спонжиком, может быть, вы видели маленькие бьюти-блендеры, таким делать все это более удобно. Давайте я вам покажу эффект. С одной стороны спонжем я сделаю. Вот в этих местах вот очень неудобно делать большим бьюти-блендером. Вот, все, мы распределили, и вы видите абсолютно invisible эффект. С этой стороны я сделаю кистью. Кистью все то же самое. При этом кисть у меня сейчас не влажная, это просто кисть для консилера. Она немножечко более плотный эффект дает изначально. Вот. Но я всегда прохожусь влажным бьюти-блендером тоже, чтобы эффект был примерно одинаковый, потому что влажный бьюти-блендер дает дополнительное сияние, дополнительную влагу, собственно говоря, внутри нашего макияжа. Вот, и у нас покрытие готово. Смотрите, во-первых, оно идеально ровное, во-вторых, нет ощущения какой-то маски. И это все за счет того, что мы используем супер мягкие текстуры. И плюс текстуры с нематовым финишем. Нужно обязательно всегда знать и понимать, то, что любая текстура с матовым финишем будет смотреться на лице сильно более плотно. Также она зачастую больше забирает влаги из кожи по какой-то причине, я не знаю по какой, но с ним сильно больше видны шелушения, и кожа в целом выглядит более сухая. То есть для меня это вообще абсолютно не подходит, мне не нравится, при том, что, видите, здесь вот такой glow, но очень аккуратный. Не выглядит это так, как будто бы я маслом обмазалась. Вот, а дальше что мы делаем? Дальше я буду делать коррекцию, и я делаю коррекцию двумя своими любимыми средствами. Это Kiko. Я думаю, все знают, что это такое, да, и фокуса. Итак, и что мы делаем? Здесь у меня два цвета. Во-первых, 201 это стандартная коррекция. Как вы видите, он не очень темный, но он также и... Давай.
Он также и не очень светлый, то есть он такой на лице будет смотреться очень аккуратно, но он прям универсальный, давайте так. Вот. И на смуглые, и на несмуглые лица подойдет. И второе — это румяна. Они более немножко зимние. Мне сейчас хочется немножко более розовеньких, но я вам покажу, что я сделаю. И что мы делаем? Наша задача просто обрисовать наши контуры. Как это сделать просто? Вы берете зеркало, ставите перед собой. Свет перед вами, зеркало перед вами, и вы увидите ваши зоны затемнения, которые формируют ваше лицо и тени на вашем лице. И единственное, что вам нужно, это просто прорисовать эти тени, потому что после того, как вы нанесли тональное средство, грубо говоря, мы сняли весь рельеф с лица. Поэтому, что я буду сейчас делать? Я смотрю на свое зеркало, и я просто сейчас буду рисовать линии затемнения. При этом у нас нет задачи, как маляра, зарисовать себе все. Наша задача просто сделать тень. У меня точка примерно вот здесь. Не здесь, вот здесь. И здесь я просто рисую линию наверх. Почему наверх? Потому что мы делаем лифтинг нашего лица. И, соответственно, с этой стороны тоже. Для формирования нашей скулы я делаю еще вот такую вот линию к ушку. То есть я делаю такой треугольничек. Это достаточное количество средства. Типа, если я закрашу, будет слишком дофига средства. Вот, поэтому мы просто уводим в уголочек. Вот так. Дальше я люблю подчеркивать второй подбородок, подчеркивать линию подбородка. И здесь что я делаю? Я просто ставлю на конец подбородка то, что мы уже не видим. Вот. И просто вот так вот рисую. Видно? Рисую просто аккуратненькую линию. Могу еще иногда вот так вот пройти, но это уже на выход. Такой случай на выход. И касаемо остального лица, я не люблю сейчас заделывать лоб, кто-то еще здесь полосочки делает. На самом деле, мне кажется, что с условием там загара и какого-то более-менее ровного лица в этом не сильно смысл есть. Но что я делаю? Я не очень любитель теней, просто теней, и я всегда просто делаю лифтинг себе еще на глазах. Лифтинг. Вот, собственно говоря. Просто проводим на зонах затемнения полосочки. Итак, и теперь мы начинаем распределять. Мы, во-первых, растушевываем все наверх, не надо тянуть ваше лицо вниз. Во-вторых, мы это делаем просто похлопывающими движениями. И видите, насколько он быстро расходится. То есть тут не нужно даже никаких усилий применять. Средства просто формируют абсолютно натуральную тень, как будто бы никогда там ничего и не было. И у нас нету задачи сделать так, чтобы что-то было видно на нашем лице. Основная задача сделать так, чтобы ничего не было видно. Вот после растушевки первой части лица, как вы видите, кто вообще скажет, что я накрашена? Никто. Вот, и со второй частью лица мы поступаем точно так же, просто похлопывающими движениями уводим нашу коррекцию в бок и наверх, вниз не опускаем. В целом ниже вот этой вот части мы здесь ничего не трогаем. Справитесь? Вот. Потому что там у нас с вами идет скуловая косточка. И скуловая косточка — это самая темная часть нашего лица. Красиво. Ну, красиво же. Ну, просто идеально. Все, и теперь финально, что нам осталось сделать, это добавить румян. И румяна я добавляю по той же самой схеме. Смотрим на лицо. Мы с вами рисовали зону коррекции примерно где скуловая косточка, под скуловой косточкой. А румяна у нас с вами идут над скуловой косточкой. То есть если вы потрогаете ваше лицо, вы почувствуете
место, куда вам нужно наносить коррекцию, куда вам нужно наносить румяна. Вот тут вот у меня заканчивается скуловая косточка, вот я нанесла румяна. То есть задача приподнять немножко наши щечки. И распределяем точно так же. Пим. Пим. То есть, как вы видите, я использую супер натуральные цвета, но, как я сказала, сейчас мне хочется более розового, и я добавлю тинт. У меня вот такой вот супер старый тинт, который я использую, не знаю, уже 4-й год, и он практически закончился, но все еще живет. Это Холика. И я просто сделаю вот так вот и быстренько распределю. Вот, просто потому что хочется немножечко более розовенького. Вот, я также этот тинт использую на губы. Так, далее у нас с вами брови. Для бровей я использую гель Пусси, как вы видите. Ну, гель Пусси, ладно, все его знают. Да, я просто зачесываю брови наверх. У меня брови покрашены, плюс на бровях есть остатки перманента, поэтому у меня нету необходимости ничего красить. Вот. Красить, в смысле, карандашом для бровей. Главное, смотрите, чтобы никакого белого налета не оставалось. Это то, что меня больше всего бесит во всех этих гелях для бровей. Это белый налет. И поэтому мне, кстати, Пусси не очень сильно нравится. У меня есть другой гель. Это от Сефоры. Он относительно новый. Это последнее, что они, по-моему, выпускали в качестве средства для бровей. И он супер. И он у меня никогда не оставлял никаких белых следов, но он закончился. Там прям на дне осталось там, золотое. Вот, это нужно сходить купить. И все, что нам на текущий момент осталось, это только губы. И губы я сейчас сделаю вообще супер натуральными, потому что надоело красить их. Вот. Короче, я беру, не поверите, но карандаш для бровей от NYX, потому что я не представляю, как можно было сделать такой толщины и такой вообще формы карандаш для бровей, это чтобы что с ним делать. Вот, но как карандаш для губ он мне идеально подошел. Вот, поэтому я им просто делаю контур аккуратно, и мы просто пальчиком тушуем. То, что тушуется он достаточно хорошо. Вот. И все. Я беру мою прекрасную помаду. Прекрасный блеск от Rhode. И, ну, на самом деле, можете взять любой прозрачный, розовый. Вообще это не важно. У меня розовый. И наносим наш glow. Вот также можно использовать любой в целом карандаш. Вот мои любимые, которые я тоже уже показывала, которые заканчиваются. 103-й Vivienne Sabo. Классика. Я сейчас знаю, что у Stellary, по-моему, очень классные карандаши. Вот, но они мне все никак не доедут. Хотя нет, я вру, у меня есть один красный карандаш от Stellary, и он супер. Вот, поэтому все, кто живет в России, у кого есть золотое яблоко, я вам завидую. С одной стороны, с другой стороны, не завидую, потому что я не понимаю, как можно не тратить деньги в золотом яблоке. Вот. В итоге у нас вот такой вот с вами макияж получился. Очень простой, очень свежий, очень летний. С ним и в пир, и в мир, и продержится он у вас очень долго. Поэтому как-то так. Большое спасибо вам за просмотр. Оставляйте комментарии и вопросы. Все средства я добавлю внизу в описании к видео. Вы сможете их посмотреть и заказать, если вам что-то понравилось. И хорошего дня. Обнимаю вас, целую.